Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии снова спорят, кто на ком держится, работающие на пенсионерах или пенсионеры на экономике. Людей старше 65 лет уже больше пятой части населения, расходы растут, а взносы платят все меньше работающих. Многие из них уезжают в другие страны. И все чаще звучит вопрос: пенсионеры в Германии – это опора общества или его уязвимая часть? Фридрих Мерц заявил о демографическом перекосе и нехватке рабочих рук. Урсула фон дер Ляйен думает, как ЕС сейчас будет перестраивать рынки труда. И это еще не все. В Европейском Союзе все чаще обсуждают, выдержит ли идея Европа без границ нынешнее давление. Швеция, Италия, Франция ужесточают правила, Германия делает ставку на интеграцию через работу, а Брюссель пытается сохранить общий баланс. Одни страны закрываются, другие открываются, и все это происходит в тот момент, когда миграция снова усиливает нагрузку на школы, жилье и бюджеты. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии снова заговорили о том, являются ли пенсионеры нагрузкой для государства и насколько вообще оправдана такая постановка вопроса. Вы видите, что демографическая структура страны изменилась кардинально, и сегодня людей старше 65 лет уже более пятой части населения, как я сказал. Будет ли сохраняться такая устойчивая тенденция в следующее десятилетие? Напомню, что после объединения Германии, особенно с начала 2000-х годов, страна вошла в фазу быстрого старения. Рождаемость оставалась низкой, а продолжительность жизни, наоборот, росла. Федеральное правительство сначала при Герхарде Шрёдере, а затем при Ангеле Меркель начали новые реформы пенсионной системы. Логика была достаточно прагматичной – сохранить принцип солидарности поколений, но одновременно снизить нагрузку на бюджет за счет постепенного повышения пенсионного возраста до 67 лет и, кстати, что немаловажно, стимулирование части накоплений. Вот вам результат сегодня. В Германии более 21 миллиона пенсионеров. Выплаты финансируются в основном за счет взносов работающих и уже сейчас федеральных дотаций. Ежегодно государство перечисляет десятки миллиардов евро в пенсионный фонд для стабилизации систем. И сейчас возникает логичный вопрос: кто кого содержит сегодня в Германии? Не превращается ли старшее поколение в проблему для системы? Приведу конкретный пример. 70-летняя Андреа из Баварии проработала 42 года в розничной торговле. Ее пенсия составляет около 1600 евро брутто. Она платит медицинскую страховку, НДС, кстати, с покупок, налог на энергию. То есть я имею в виду, что она продолжает участвовать в экономике как потребитель, и ее деньги никуда не исчезают, они возвращаются в экономический оборот. Но давайте посмотрим и с другой стороны. Расходы на здравоохранение и уход за пожилыми растут быстрее, чем доходы системы. Помните, я вам буквально недавно рассказывал, что в домах престарелых стоимость места может иногда превышать 3000 евро в месяц. Значительная часть покрывает социальная помощь, если собственных средств недостаточно. Именно поэтому в результате федеральный бюджет Германии ежегодно увеличивает те трансферы в пенсионную и медицинскую систему. Канцлер Фридрих Мерц в своих выступлениях дает понять, что проблема не в самих пенсионерах, а именно в демографическом дисбалансе. Он говорит о необходимости более высокой занятости, привлечении квалифицированных мигрантов и стимулировании более позднего выхода на пенсию. То есть вот эти 70 лет, которые на слуху, чтобы соотношение работающих и получающих выплат хотя бы не ухудшалось. В то же время, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны Европейского Союза должны срочно модернизировать рынки труда, инвестировать в цифровизацию и создать условия, при которых люди смогут работать дольше без ущерба для здоровья. То есть необходимо облегчить труд как в промышленности, так и в офисах. Хочу вам напомнить, что в 1960-1980-х годах ситуация была совершенно иной. Тогда на одного пенсионера приходилось значительно больше работающих, около 4 работающих на одного пенсионера. Кстати, экономический рост тоже был выше, а нагрузка на бюджет ниже. Сегодня в Германии продолжительность жизни, вы знаете, уже превышает 80 лет, и человек может находиться на пенсии 20-25 лет и более. Например, 45-летний Бен из Гессена работает инженером и, конечно же, ежемесячно видит в своей заработной ведомости пенсионные отчисления. Он спрашивает, получит ли он сопоставимую пенсию через 20 лет. При этом его родители уже на пенсии и во многом, кстати, помогают семье. Они сидят с внуками и также поддерживают бытовые расходы. То есть у них, скажем так, межпоколенческая взаимосвязь остается двухсторонней. Но мы с вами должны понимать, что сегодня пенсионеры в Германии – это не только расходы, как вы могли подумать. Они формируют спрос на услуги, на недвижимость, медицинские сервисы, туризм внутри страны.
Я скажу больше, что в ряде регионов именно немецкие пенсионеры поддерживают местный малый бизнес. Поэтому, если численность работающих не будет расти, а пенсионеров станет еще больше, давление на бюджет усилится. Это означает либо более высокие взносы, либо более поздний выход на пенсию, либо сокращение коэффициента замещения. И вы видите, что любой из этих вариантов касается именно сегодняшних работников. То есть деться от этого никуда не получится. Я напомню, что сейчас в Германии официальный пенсионный возраст постепенно доведен до 67 лет. Реформы начала 2000-х годов уже снизили уровень выплат по отношению к зарплате по сравнению с теми 1990-ми годами. То есть это была попытка сбалансировать систему без резкого увеличения налоговой нагрузки на работающих. Поэтому сейчас вопрос стоит не так, являются ли пенсионеры нагрузкой, а как именно обеспечивать устойчивость той модели солидарности поколений в таких условиях демографических изменений, потому что каждый работающий рано или поздно сам станет получателем пенсии. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Европе начались дискуссии, что происходит с идеей Европа без границ и почему сразу несколько стран меняют свой курс. Вы видите, что за последние 10 лет миграционная политика в ЕС пережила серьезную трансформацию. Напомню, что Шенгенская зона создавалась как символ свободы передвижения внутри Европы. Предполагалось, что внутренняя граница исчезает, а контроль усиливается только по внешнему периметру ЕС. Однако миграционный кризис 2015 года показал нам с вами, что при массовом притоке беженцев система начинает давать сбои. Давайте посмотрим, что на сегодня произошло и какие страны корректируют свою политику. Начну со Швеции. Эта страна долгое время считалась одной из самых открытых в Европе. В 2015-2016 годах на душу населения Швеция приняла одно из наибольших число просителей убежища в ЕС. Тогда ставка делалась на интеграцию через социальную систему и рынок труда. Но спустя несколько лет правительство Швеции ужесточило правила воссоединения семей, продлило временные виды на жительство вместо тех постоянных и усилило требования к знанию языка. Причинами являлись рост расходов на социальные программы и проблемы с интеграцией в отдельных районах крупных городов. Теперь давайте посмотрим дальше, на Италию. Вы прекрасно знаете, что это страна первой линии, куда прибывает значительная часть мигрантов через Средиземное море. Итальянское правительство последних лет последовательно усиливали контроль в портах, заключали соглашения с третьими странами о сдерживании потоков и ужесточали процедуры предоставления убежищ. Для Рима вопрос стал жестко, кто будет оплачивать размещение и содержание прибывающих. А я напомню, что итальянская оппозиция уже давно строится на требовании более равномерного распределения мигрантов внутри всего Европейского Союза. И, конечно, хочу сказать о Франции. Париж в последние годы усилил проверки документов по инициативе Макрона, сократили сроки рассмотрения заявлений и активнее используют процедуры въезда для тех, кому отказали в убежище. Также вы должны знать, что это еще не все. Одновременно Франция ужесточила требования к получению гражданства и усилила контроль за нелегальной занятостью. Это связано с внутренними дебатами о безопасности и социальной интеграции. Хочу привести вам сразу пример. В одном из пригородов столицы Швеции, в Стокгольме, муниципалитет несколько лет назад столкнулись с нехваткой мест в школах и ростом нагрузки на социальные службы. После этого срочно были введены дополнительные требования к новым заявителям на жилье и пересмотрены программы распределения. То есть начались быстрые и конкретные административные изменения. А вот Германия. Германия сегодня по-прежнему делает ставку на интеграцию через рынок труда. Напомню, что тогда, после 2015 года, страна инвестировала значительные средства в языковые курсы, признание дипломов и профессиональное обучение. Сейчас канцлер Фридрих Мерц в своих выступлениях заявляет, что Германия нуждается именно в квалифицированной рабочей силе и не может полностью закрыться, так как, например, некоторые силы предлагают такой путь в условиях демографического спада. При этом он говорит о необходимости более строгого разграничения между трудовой миграцией и предоставлением убежища. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что ЕС должен действовать согласованно, а не когда каждая страна начинает действовать сама по себе. По ее словам, усиление внешних границ и создание общих стандартов распределения именно ответственности является тем ключом к сохранению Шенгена. То есть речь идет о свободе передвижения через более строгий контроль именно по внешним границам Европейского Союза. И вот после того, что вы уже знаете, я вас спрашиваю, если одни страны усиливают ограничения, а другие делают ставку на интеграцию и рынок труда, как долго система Европа без границ вообще может удержаться в равновесии? На этом пока все. Спасибо за просмотр.